где-то в 43-м году, наверное, точно не было. Отца собрали трудовую армию. Мы остались с Анашкой. 5 детей. Мне было 6 лет, а самой старшей сестре было 18 лет. Второй сестре Наче 14 лет. Передо мной еще сестра Сигия. Ей было 10 лет, а мне 6, я уже сказала. А самой младшей было 1,5 годика. А как ее звали? В 44-м году, вот 18 мая, я помню, правда смутно, помню, что все что-то плакали, все суетились по-страшному. А как раз младшая сестренка самая, она была больная. И поэтому мама никак не могла собраться. То ли за ребенком следить, то ли собираться будет. Дали там несколько минут. Ну, минут 15, наверное. Она хотела... не так было. Там солдат, который нашу семью выселял, был добрым человеком. Он видит, что мы все маленькие, мало, и мама-то моя, Анашкой буду называть. Да. Анашка моя теряется. Он подошел к ней и говорит: вы будете ехать долго, возьмите муку с собой. Анашка растерялась, даже мешок не могла найти. Так он сам пошел в сарай, нашел мешок, насыпал нам мешок муки. Ну, а сестры-то, Осета там и Начита, они были более-менее взрослые. Они взяли швейную машинку, взяли даже сепаратор, целый чемодан небольшой, полный чемодан, турецкие платки, одежду там, шубу, теплое пальто, одежду. Но более-менее так собрались, и они поочередно таскали в центр села. Там центр, такая площадка была. Туда все подтаскивали. Ну, а потом я помню, как в вагоне ехали, стучали колеса. Так. И помню, когда поезд останавливался, очень резко тормозил поезд. Бабах! Такой стук раздавался. Я помню, там было двухъярусный поезд. Наша семья на второй полке разместилась. Было такое окошко маленькое. Я помню, как я выглядывала. Это я помню. А сколько ехали? Этого я не помню. Но Анашка говорила, около месяца аж поехали. Приехали мы, наверное, да, июнь месяц. Уже было жарко. Сильно. Бояут называлось этот район, голодная степь. На
просто вырытая яма, и там вода зеленая, вся в мошкаре комара. А люди не догадывались кипятить, пили эту воду. У всех дизентерия началась и малярия. Люди умирали просто наповал. Не успевали людей хоронить. Это было жутко. У нас умерла Тесешка, мамина сестра вот умерла. Умер. Близкие родственники поумирали все. Сводная наша сестра умерла сводная. А была сводная сестра еще? Да. Папина сестра сводная. Не наша, а папина сестра. Дедушка по отцу женился на женщине. А у нее дочка была и сын. Вот эта дочка умерла. А отец с вами был в то время? Он был трударями в Саратове. А с какой год? Он умер в 45-м. По болезни. Он вернулся в Бояут. Нас 40. Кажется, так было. Но он умер, по-моему, в 45-м. Точно не знаю. Дальше мы стали все болеть дизентерией и малярией. У меня начал пухнуть живот, а мне шили платье из парашюта. Да, не в чем было ходить. И он у меня, это платье, заполнялось, живот сильно пухал. Потом Анашка познакомилась с кем-то, договорилась. Тогда был комендантский час. Нет, сейчас. Старшая моя сестра Асия, она без разрешения выехала в Черчик. А тогда даже на километр никуда нельзя было уходить. Каждый месяц взрослые, совершеннолетние ходили в комендатуру и отмечались, что они находятся. Потом комендатура узнала, раз сестра не ходит на отметку, ее нету. Стали Анашку сажать туда. Ну как это называется? Не тюрьма, какая-то комната там при комендатуре. Ее на весь день закрывали, не отпускали. Пытались узнать, куда она выехала. Конечно, она не говорила, где ее дочь. На ночь отпускали. Потом моя Анашка, она договорилась, подпольно договорилась. Ну так, спокойно говорите, вы голос не напрягайте. Чтобы выехать из Бояута в Черчик, заплатила деньги своднику, этому, который связной, который договорился с шофером.
нас довезли до Мирзачуля. Мирзачуль — это центр Баяута. Сколько километров, я не знаю. Километров 100, может быть. 50-100. Это в каком году? Потом этот шофер остановился, дальше не везет. Говорит, что этот звонник не все деньги дал. Обманул Анашку. Себя, оказывается, оставил. Хорошо, мы продали швейную машину, сепаратор, продали все, что имели. Шубу, теплое пальто. Продали платки все. Меняли на рис. Там, когда по Яуте жили. Мы ж там год прожили. И за дорогу доплатила она же. Мы днем лежали в этой грузовой машине. Нас накрывали одеялом. Мы же скрытно ехали. А на ночь нас открывали. Сколько ехали? Сутки, кажется, не помню. Короче говоря, приехали в Чирчи. Когда в Чирчи приехали, там были наши родственники. Они нас, кажется, приютили. Потом все тогда посадили. До нас посадили. 2 месяца в тюрьму посадили в Чирчике за то, что она без разрешения выехала. Потом отпустили. Асита там устроилась почтальоном на почту. А там заведующая была добрая очень. Когда из Германии приехал ее муж, офицер, воевал. После войны приехал. Им дали. Они или